Сначала я поеду в Газу, а потом вы. Турция заявила о готовности разместить свои войска в секторе Газа, тем самым подтвердив намерение сыграть центральную роль в формировании новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично подтвердил, что Анкара войдет в состав международной оперативной группы, которая будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамас. По его словам, Турция не останется в стороне и готова выполнить любую миссию, направленную на обеспечение мира и безопасности в Газе. Такая позиция сопровождается как торжественными, так и противоречивыми реакциями. В турецком обществе и за его пределами звучат вопросы: где была военная мощь Эрдогана, когда гибли мирные жители Газы? Критики указывают, что Анкара нередко ограничивается громкими заявлениями и символическими жестами, стремясь усилить свое политическое влияние через риторику защиты мусульман, но не всегда подкрепляет слова реальными действиями. Однако на этот раз турецкий лидер старается продемонстрировать, что его намерения выходят за рамки политических деклараций. Эрдоган выступил перед своими сторонниками, заявив: «Сначала поеду в Газу я, потом вы». Эти слова стали отражением его личной вовлеченности и стремления позиционировать Турцию как силу, способную не только говорить о мире, но и физически присутствовать на месте событий. Он также подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи в Газу уже ускорились. Турецкие грузовики начали прибывать в сектор, а основная цель Анкары – вывести людей из временных убежищ до наступления зимы и помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Такое сочетание гуманитарной риторики и военной готовности делает турецкую позицию двусмысленной. С одной стороны, она вызывает доверие среди палестинцев и стран, сочувствующих их положению. С другой, настораживает соседей, которые опасаются усиления анкарского влияния. Турция фактически предлагает не просто помощь, а руководство процессом стабилизации, что вызывает обеспокоенность у Израиля, Египта, Греции и Кипра. Одновременно Анкара демонстрирует военную готовность на практике. Недавно в стране завершились масштабные учения Мили Анадолу Анкасы-2025, прошедшие на авиабазе в Конье с участием военнослужащих Турецкой Республики Северного Кипра и национальных подразделений. Маневры включали отработку поисково-спасательных операций и повышение взаимодействия пилотов, что напрямую перекликается с задачами, стоящими перед возможной миссией в Газе. Это усиливает впечатление, что Турция готовится к реальному развертыванию своих сил, прикрываясь миротворческой риторикой. Тем временем турецкие СМИ, в частности Йени Шафак, сообщают, что израильские аналитики называют Турцию главным политическим победителем соглашения по Газе. По информации издания, бывший глава контртеррористического подразделения Моссада Адет Эйлам в эфире израильского канала Кешет-12 заявил, что Эрдоган добился того, чего не смогли ни Катар, ни Египет, ни США. По его словам, Турция превратилась из временного посредника в одного из архитекторов нового порядка на Ближнем Востоке. По информации турецкого издания, Эйлам якобы отметил, что за голосом Анкары, звучащим сегодня во имя мира, слышны отголоски смелого геополитического шага, а сам Эрдоган поставил на ближневосточной шахматной доске не только ферзя, но и целый флот. Эти высказывания, как пишет Йени Шафак, отражают опасения, что Турция использует гуманитарную миссию как инструмент для укрепления регионального влияния и продвижения неосманского видения. На этом фоне усиливаются и другие региональные линии напряжения. Иран, в частности, продолжает укреплять свои военные возможности, заявляя о создании баланса воздушных сил против Израиля и превосходстве в ракетной сфере. Представители корпуса стражей Исламской революции вновь заговорили о стратегической важности Ормузского пролива, намекнув, что в случае давления Запада Тегеран может пересмотреть режим его функционирования. По словам командующего ВМС КСИР, Иран не стремится закрыть пролив, но,
Если нашим танкерам не дают проходить, то почему им можно? Эти заявления демонстрируют готовность Ирана защищать свои интересы и одновременно служат предупреждением о возможном расширении конфронтации. Тем временем вступившее в силу прекращение огня в секторе Газа позволило начать вывод израильских войск и возвращение палестинцев в свои дома. Гуманитарная ситуация остается тяжелой, но даже временное перемирие воспринимается как редкий шанс для восстановления и начала политического процесса. Для Турции это окно возможностей, момент, когда она может не только укрепить свое влияние, но и утвердить себя как гарант стабильности в регионе. Однако успех турецкой инициативы зависит от 3 ключевых факторов. Наличие международно признанного мандата, прозрачного механизма контроля и подотчетности, а также способности Анкары убедить Израиль и соседние страны, что ее миссия носит действительно миротворческий, а не политический характер. Без этих условий участие Турции может быть воспринято как попытка проекции силы, а не помощь в восстановлении мира. На фоне этих событий Египет и США готовятся к проведению крупного международного саммита в Шарм-эш-Шейхе, организованного президентом Дональдом Трампом и египетским лидером Абдель-Фатахом ас-Сиси. Встреча, намеченная на понедельник, соберет представителей более 20 государств и станет попыткой выработать долгосрочные механизмы урегулирования конфликта в Газе и обеспечить гарантии безопасности. Среди подтвержденных участников – генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, премьер Великобритании Кир Стармер, лидеры Италии, Испании и Франции, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чье присутствие придает встрече особую значимость. Израиль, по предварительным данным, не примет участие в саммите, а руководство Хамас отклонило приглашение, что вызывает споры относительно формата переговоров. Одни эксперты считают, что отсутствие сторон конфликта делает встречу символической. Другие же видят в этом шанс для глобальных игроков определить базовые принципы будущего соглашения без прямого столкновения интересов. Особое внимание вызывает приглашение, направленное Ирану. Несмотря на отказ Тегерана, сам факт включения страны в список приглашенных показывает стремление Вашингтона вовлечь все ключевые силы региона. Иран, однако, назвал инициативу Трампа предвзятой и легитимизирующей оккупацию, заявив, что не намерен участвовать в мероприятии, где исход заранее определен в пользу Израиля. Параллельно продолжается дипломатическая активность России, которая, по сообщениям, передала Ирану послание от израильского премьера Биньямина Нетаньяху с заверением, что Иерусалим не планирует развязывать новую войну против Тегерана. Это свидетельствует о сохранении Москвой роли скрытого посредника и ее стремлении удерживать баланс между основными акторами региона. О саммите в Египте впервые сообщило издание Axios, отметив, что мероприятие было организовано Трампом и что приглашения были направлены лидерам или министрам иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии. Госдепартамент США официально пригласил на саммит лидеров стран, значительно расширив список участников и включив в него Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду. Особое внимание привлекает включение Ирана и Азербайджана. Несмотря на отказ Тегерана, сам факт приглашения демонстрирует стремление Вашингтона вовлечь все ключевые силы региона. Одновременно администрация США приглашает страны региона, включая Азербайджан, с целью продвижения мирного договора с Арменией и снижения напряженности. Отметим, что по предварительной информации Пашинян дал согласие на приглашение принять участие в саммите от Трампа и ас-Сиси, и 13 октября совершит рабочий визит в Египет. Участие Еревана символизирует стремление Армении активно участвовать в многостороннем дипломатическом диалоге и укрепить свои позиции на международной арене. На фоне подготовки саммита продолжают вспыхивать очаги напряжения и в других точках региона. Между Афганистаном и Пакистаном произошли бои. Обе стороны понесли как успехи, так и неудачи.
Несмотря на заявление Афганистана о приостановке атак на Пакистан, со стороны пакистанских источников сообщается, что они захватили 19 пограничных пунктов на линии Дюранда. Таким образом, предстоящий саммит в Шарм-эш-Шейхе становится не только попыткой закрепить перемирие в Газе, но и площадкой, где пересекаются интересы Турции, Ирана, Израиля, США и арабских стран. Дональд Трамп стремится продемонстрировать, что именно под эгидой Вашингтона возможно достижение мира, а Египет подтверждает свою роль посредника. Турция, в свою очередь, использует момент, чтобы заявить о себе как о гарантии безопасности и новой силе на Ближнем Востоке. Результаты встречи определят не только судьбу сектора Газа, но и общую конфигурацию региональных отношений. От того, удастся ли согласовать основы будущего мира, зависит, станет ли Шарм-эш-Шейх началом дипломатического прорыва или еще одной попыткой стабилизировать регион, который снова оказался в центре глобальной борьбы интересов. Следите за развитием событий вместе с Reg News, чтобы не пропустить ключевые решения и итоги саммита, который может определить контуры ближневосточной политики на ближайшие годы.